Всем привет, друзья! Приветствую вас в секретной лаборатории изучения пива. Вы на канале СМИ.ру по пиву. И сегодня у нас, как всегда, достаточно интересный эксперимент. Мы будем сравнивать пиво Хайникен. Первое пиво. Оно сварено у нас в Екатеринбурге на пивоварне Хайникен, бывшая Патра. А второе сварено в Нидерландах. Поехали! Оба пива были приобретены в гипермаркете «Лента». Обычный Хайникен стоил 52 рубля, а импортный Хайникен стоил 178 рублей 99 копеек. Однако на него произошла интересная акция, и по карте «Лента» он стал стоить 119 рублей, поэтому мы просто с Ипполитом Матвеевичем не могли упустить такой шанс и не купить его. Итак, друзья, значит, что я хочу рассказать. Вот это пиво, обратите внимание, да, две абсолютно вроде бы одинаковые баночки, только вот здесь на импортном вот такая вот специальная наклеечка, которую так любят у нас люди, которые доверяют, типа, да, вот это на самом деле пиво сварено, конечно же, где-то там, не у нас. Значит, что мы имеем в обычном, в нашем Хайникене российского производства? Алкоголь 4,8, плотность 11,2, состав: вода питьевая очищенная, солод пивоваренный, ячменный светлый, хмелепродукты, друзья. Что у нас в составе импортного Хайникена? Значит, алкоголь 5%, плотность 11,4%, состав: вода, ячменный солод, хмель. Все, содержит глютен, еще написано. Собственно говоря, что сейчас скажут различные бергики? Да это два абсолютно разных пива с разными ТТХ, да как ты их сравниваешь? Да легко я их, друзья, сравниваю, просто это два пива Хайникен, одно сварено у нас, второе в Нидерландах, поэтому мы их сейчас сравним. Поехали! Наша местная баночка, вот она чуть поменьше выглядит, потому что я не сказал, конечно же, ее объем. Ее объем составляет, друзья, 0,45, а в импортном Хайникене полноценные 0,5. Итак, наливаем. У нас местное пиво будет слева, как всегда. Позиционироваться немножко как будто левое оно. Сейчас мы его нальем аккуратненько. Нальем тоже импортное. Дадим им постоять, подышать, раскрыться. Ну, понаблюдаем, конечно же, за пеной, за цветом этого пива. Пенная шапка вроде бы неплохая у нашего пива. Такая большая, внушительная вроде бы. Сейчас посмотрим, какая пенная шапка будет у импортного варианта. Так. Ну все, дадим пиву подышать. А я пока вас познакомлю с историей пива Хайникен. История компании берет начало 15 февраля 1864 года, когда ее основатель Герард Адриан Хайникен купил амстердамскую пивоварню Де Хуберг. Вплоть до 1989 года компанию возглавляли сначала сын с 1917 по 1940 год, а потом внук Герарда Хайникена. В 1968 году Хайникен поглотил своего основного конкурента, компанию Amstel. В июне 2007 года компания приобрела чешскую Крушовица Брювери у германской Радебергер Группе. Сумма сделки не разглашалась. Покупка в 2008 году британской пивоваренной компании Scottish & Newcastle вывела Хайникен на третье место в мире по производству пива после Ab InBev и Submiller. А после слияния этих двух компаний в 2016 году Хайникен стала второй. В январе 2010 года компания приобрела крупнейшую пивоваренную компанию Мексики FEMSA. Сделка была осуществлена путем обмена акций. В итоге в обмен на 100% акций FEMSA акционеры мексиканской компании получили 20% акций Хайникен. Стоимость сделки оценивается в 5,3 миллиарда евро. Примерно 7,7 миллиардов долларов.
В январе 2017 года за 700 миллионов долларов были куплены 12 бразильских пивзаводов компании Kirin, что вывело нидерландскую группу на второе место в Бразилии, которая является третьим крупнейшим рынком пива в мире. Итак, друзья, пиво постояло, подышало, и будем считать, что аромат его раскрылся. Итак, смотрим, сравниваем. Слева у нас наш местный Хайникен, а справа зарубежный. Что можно сказать по цвету? Цвет абсолютно идентичен. То есть это одно и то же пиво, которое легко перепутать. Но пена в нашем местном Хайникене российского производства есть, а в импортном она исчезла. Итак, будем пробовать. Пробуем наш местный екатеринбургский Хайникен. Аромат солодовый. Вот прямо солодовый солод. Приятный такой аромат, далеко не самый плохой для евролагера. Ничего в нем интересного и запоминающегося нет, просто солод. Вот такой чистый, обычный солод. Пробуем вкус. Вкус такой же солодовый, сладковатый, обычный такой простой лагер, без каких-то неприятных побочек, посторонок каких-то, может быть. Ничего этого здесь нет. В послевкусии тоже сладкий солод. А теперь попробуем Хайникен из Нидерландов, с родного завода. Аромат тоже солодовый, но только здесь прослеживается такая четкая зерновая составляющая, которой в нашем не было. То есть здесь еще, то есть определенный ячмень здесь есть. Пробуем вкус. Да, вкус другой. Вкус отличается. Он тоже солодовый, но именно вот такая ячменная нота, которая больше именно характерна для немецких каких-то пилснеров, может быть, лагеров. Ну-ка попробуем еще наши. У импортного Хайникена все-таки вкус более такой содержательный, я бы сказал, более такой сбалансированный, что ли. Но у него и плотности больше, и алкоголь выше. По вкусу они похожи, и они все-таки отличаются. Зарубежный Хайникен приятный. Отличительная его характерная черта — это именно присутствие какой-то ячменной составляющей во вкусе. Какие оценки поставить? Нашему пиву я поставлю 4, потому что чего хотеть от евролагера? Простое такое, незамысловатое, солодовое тело. Никаких побочек я в нем не заметил. То есть ничего такого страшного в нем нет. Неприятного какого-то. Оценка 4. Импортный Хайникен из Нидерландов. Обратите внимание, вот пенной шапки у него нет. Просто она отсутствует как данность. Более такой содержательный у него вкус. Поставлю 4 с плюсом, потому что хмеля я не заметил ни там и ни здесь. Чистый солодовый лагер. Он, конечно, поинтереснее, но 119 рублей можно купить за эти деньги что-то более интересное и что-то более, конечно, вкусное. Особенно если вы его берете без акций за 178 рублей, то это просто выброс денег. Итак, друзья, у нас сегодня было сравнение двух Хайникенов. Один наш местный, российский, екатеринбургский, сваренный непосредственно в городе Бесов на бывшей пивоварне Патра. Замечательное пиво варила эта пивоваренная компания. Опять же, сейчас буду вспоминать, не буду лучше этого ничего вспоминать, потому что вкусную юность не вернуть уже. И сравнивали мы его непосредственно с Хайникеном из Нидерландов. Что хочу сказать, пиво это похоже, и все-таки оно отличается. У них разный состав плотности и алкоголя. Зарубежный вариант, он плотнее и поалкогольней немножко. Ну и, конечно же, это все выглядит более содержательно во вкусе. То есть вкус такой более сбалансированный, что ли.
Первое пиво у нас получает оценку 4, второе 4 с плюсом. Какого-то существенного, прямо вот мощного различия я не заметил. Единственное, вот это ячменная составляющая во вкусе, которая, конечно же, это пиво отличает от нашего местного лицензионного аналога, так скажем. Но, опять же, лицензионный аналог стоит в 3 раза дешевле, чем импортный вариант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых пив, друзья! Пока! У-ху!